Всем привет! Вы на моем канале Вернита Вязание. И сегодня у меня для вас мастер-класс шапки под перчатки, который я выставляла ранее на своем канале. Она будет с таким же орнаментом, что и перчатки, и узор будет располагаться с двух сторон. На шапку у меня ушло примерно 1,5 мотка пряжи пух норки, и в ширину она будет составлять 23 сантиметра и в длину 23 сантиметра. При надевании она, естественно, будет растягиваться и подойдет на размер головы 54-56 сантиметров. Ну а теперь приступим к нашему мастер-классу. Шапку я буду вязать из пряжи пух норки в 50 граммах 350 метров. Буду брать 3 основные нити и 1 дополнительная. Вязать я буду спицами 3 миллиметра. Круговые спицы идут. Можно длину взять 60 или 40 сантиметров. У меня 60. Вот я уже сложила 3 нити основные и 1 дополнительная. И теперь на спице нам нужно набрать 96 петель. Если вы будете на другой размер вязать шапку, то количество петель должно быть кратно 6. 96 петель я набираю, и плюс еще нужно набрать 1 петлю, чтобы замкнуть наше вязание в круг. Итак, для этого нужно отмотать достаточно длинную вот такую ниточку. Примерно я отмотала 1,5 метра. И набираю обычным способом 96 петель. Не сильно туго и не сильно слабо, среднюю набираем. Итак, 96 петель. Я набрала 96 петель и последнюю набираю, 97-ю, для того, чтобы нам замкнуть вязание в круг. Здесь я делаю узелок. Все, связываем. И теперь нам понадобится крючок. Я вот так вот петельку снимаю, вот эту, и продеваю в нее крючок. Теперь остальные петли мы перетягиваем к противоположной спице. Вот так вот перетягиваем их. Смотрите, чтобы у вас не перекрутилось вязание. Далее мы снимаем крючком первую петлю с левой спицы и протягиваем через петлю, которую снимали на крючок. И снова возвращаем на левую спицу. Все, так мы соединили наше вязание в круг. Шапку будем вязать по следующей схеме. Провязываем 4 лицевые петли, далее 2 изнаночные и чередуем 4 лицевые, 2 изнаночные. Итак, вяжем 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. И далее 2 изнаночные. 1, 2. Снова повторяем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Снова 2 изнаночные. 1, 2. И так мы провязываем до конца ряда. Итак, я довязала ряд до конца, закончила 2 изнаночными. И по такой схеме мы продолжаем вязать по кругу наш узор. 4 лицевые, 2 изнаночные. И нужно связать 13 сантиметров нашей шапки. Я провязала 13 сантиметров шапки. Далее в следующем ряду мы будем скрещивать 2 полосы с правой стороны и с левой стороны. Для этого мы от начала отсчитываем 3 лицевые полоски. 1, 2, 3. И скрещивать будем 4-ю и 5-ю. И, соответственно, с другой стороны также мы отсчитываем 1, 2, 3 и скрещивать будем вот эти 2 полоски. Но начнем мы сначала с 4-й и 5-й. Итак, провязываем по узору до 4-й полосы. Итак, вот я довязала до 4-й полосы. И теперь нам понадобится дополнительная спица. Мы снимаем 4 петли лицевые и 2 изнаночные перед работой на эту дополнительную спицу. Переснимаем. 1,
2, 3, 4 и 2 изнаночные. И оставляем перед работой. Основной спицей мы провязываем 4 лицевые. 1, 2, 3 и 4 провязываем. Далее переснимаем 2 изнаночные петли на левую спицу. 1, 2. Лицевые оставляем перед работой. И теперь провязываем 2 изнаночные изнаночными. 1 и 2. Провязали. И возвращаем на левую спицу 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Убираем спицу. И теперь эти 4 лицевые нужно будет провязать. 1, 2, 3, 4. Вот так мы перекрестили 2 лицевые дорожки. Далее вяжем по кругу еще 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых дорожек. Следующую 7 и 8 мы также перекрещиваем. И потом довязываем до конца ряда еще 1, 2, 3 лицевые дорожки. Я сделала второе перекрещивание. И теперь у нас вот с двух сторон симметрично будет с одной стороны и с другой стороны. Перекрещивание 2 полосок. Далее продолжаем вязать по кругу по той же схеме. 4 лицевые, 2 изнаночные. И нужно связать еще 6 сантиметров. Итак, я провязала еще 6 сантиметров. И в следующем ряду нужно будет сделать такое же перекрещивание, как мы делали в начале. С одной стороны и с другой стороны. Я провязала перехлёст с одной стороны и с другой стороны. И далее продолжаем вязать нашу шапку по той же схеме. 4 лицевые, 2 изнаночные. И нужно связать еще 4 сантиметра. Я провязала еще 4 сантиметра шапки. И в следующем ряду уже буду делать убавки. Убавки будем делать по такой схеме. Провязываем 4 лицевые, далее 2 вместе изнаночные. Снова 4 лицевые, 2 вместе изнаночные. И так до конца ряда. Провязываем 4 лицевые и 2 вместе изнаночные. Далее снова 4 лицевые, 2 вместе изнаночные. И так до конца ряда. В следующем ряду мы будем делать убавки в лицевых петлях, провязывая 2 вместе лицевой. Провязываю я за передние стенки. Первые 2 вместе лицевой провязали и следующие 2 вместе лицевой. Изнаночную мы провязываем изнаночной. И так повторяем. Следующие 2 лицевые, 2 вместе лицевой. И еще раз 2 вместе лицевой. Далее изнаночная. И так до конца ряда. Далее мы делаем последний, третий ряд с убавками, провязывая 2 лицевые, 2 вместе лицевой. Также мы провязываем за переднюю стенку. Далее изнаночную провязываем изнаночной. И повторяем, провязывая 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Далее изнаночная. И так до конца ряда. После того, как провяжете ряд до конца, нужно будет отрезать нить, оставив сантиметров 15-20, и ее мы будем протягивать через оставшиеся петли. Я провязываю как лицевую и вытаскиваю. И петлю эту снимаем. И так со следующей делаю петлей. Провязываю, снимаю. И так до конца ряда. Вот я пересняла все петли, и теперь мы их затягиваем. Вот так вот плотно. И делаем здесь узелок. И утягиваем. Можно второй еще сделать.
Вот такая макушечка получается. Далее при помощи крючка убираем нить вовнутрь, и там ее закрепить желательно. Теперь наша шапочка полностью готова. Осталось провести водно-тепловую обработку. И после сушки пройдитесь по ней феном, и тогда пух норки больше распушится. А на этом я с вами прощаюсь. Вяжите с удовольствием. Всем пока-пока!